Добрый день, друзья! Сегодня я попробую написать вот таких козлят. Результат финальный у вас уже на экране. Работа по фотографии. Фотография приобретена с правом использования на фотобанке. Фотограф Елена Блохина. Итак, вот такие два козленка симпатичные идут по травке. Размер 30 на 40, холст обыкновенный эмульсионный. Сейчас я подготовлю немножко рисунок и закрашу акрилом. Подготовлю немножко акриловый подмалевочек. Это всегда помогает. Я часто ленюсь, но в принципе акриловый подмалевок вещь очень хорошая. Я немножко остановлюсь на его нюансах в процессе работы. Итак, сейчас распределю быстренько рисунок. Дорожка. Так, не рисует карандаш. Так. Фотографию я немножко обрезал, она как-то была слишком много травы. Так, козлята примерно. Рисовать четко не буду, все остальное буду кистью уточнять. Приблизительно. Легкие искажения мы козлят редко видим, так что какие-то искажения вполне допустимы. Так, ну вот как-то так. Пока достаточно. Теперь акрил. Кисточки для акрила желательно отдельные, для масла отдельно, для акрила отдельно. Что такое подмалевок в акриле? Да, собственно, и в масле. Это такой без деталей подмалевок пятнами. То есть нам нужно нанести основные пятна. Вот какие-то краски нашел, тут может быть не очень подходит, но нам и не нужно в подмалевке очень точный цвет. Нам нужно взять, что важно, средний тон, среднюю тональность. Вот, например, козленок в теневой. Так, вот тут нужна будет синяя краска. Не принципиально, можете любые брать синие, если кто-то акрилом. Можно это маслом сделать, но тогда нужна будет просушка какая-то небольшая. Вот. Акрил можно сразу, буквально через несколько минут уже сразу рисовать. Так, красное что-то нужно. Так вот, подмалевок это пятна без деталей среднего тона. Не самые темные, не самые светлые, а самые такие среднехарактерные. Цвет, вот тонально важно, тон взять, тональность какой-то. Цвет может быть другой. Вот смотрите, я сейчас беру на грудку, даю такой вот цвет. Там нет вот такого цвета. Но мне тональность вот такой нужна и температура. Не теплый цвет на теневые части козлят, а такой прохладно-нейтральный какой-то вон голубовато непонятный цвет, грязно-фиолетовый назовем так. Вот. И точно подбирать не то, что не нужно, но желательно так более-менее точно, но иногда это и мешает. Иногда странный цвет такой неподходящий, он как бы обогащает работу. Вот тут я вам показываю на боках немножко более очевидно голубые оттенки. Так вот, иногда странный цвет, он обогатит работу, сделает более богатое место, чем точное попадание. Тогда цвет может быть скучный. И что касается подмалевка, зачем он нужен? Сразу несколько моментов получается. Первое. Самое главное, богатый цвет. Цвет намного богаче становится. Цвет, когда на белом тоне, вот он такой получается, скучновато. На белом или даже имприматуру сделаешь там какой-нибудь цветную, полностью закрасишь умброй какой-нибудь или чем-то сиеной.
скучноватый получается, то есть бедный цвет. А уже на цвете, на вот таких цветных подложках, тонкие масляные краски звучат по-особому, богато, достаточно живописно. Вот, так что не ленитесь и делайте легкий подмалевок. Потом, что еще важно, ну, тоже для кого-то может актуально, работа по подмалевку, вот по такому, по акриловому, экономит цветные краски масляные. То есть, если писать тонко, краски идет намного меньше, чем если бы это пришлось перекрывать белый или какой-то цветной грунт маслом. Так, вот под теплую шерстку что-нибудь теплое. Цвет тоже средний тон, не самый светлый, не самый темный. Так, ушки. Где-то, если будет белый холст оставаться, ничего страшного. Я сразу буду уходить от фотографии в более такие мне более нравящиеся оттенки, более теплые. Она симпатичная, яркая, но такая просто фотография, как бы фотографичные, натуральные оттенки. В живопись нужно немножко так обогащать, стараться обогатить краски. Переложить язык, точнее язык фотографии на язык живописи. Вот это в двух словах не скажешь, но вот нужно как бы чувствовать это. Так, ну вот что-то такое. Что-то пока вот такое зеленое. Так вот, можно было бы и больше их сделать. Ну ладно, уже какие есть, такие есть, маленькие достаточно козлята по отношению к этому. Ну, меньше работы тогда с ними будет. Так, теперь сразу, что касается акрил, споласкиваем или замачиваем обязательно. Очень трудно потом кисточку отмыть. Это, в принципе, невозможно отмыть. Так, зеленый. Тоже средний тон, среднюю тональность. Берем немножко, можно разбавлять краску. Так, что это за зеленый? Зеленый у нас окись хрома. Вот теневая, смотрите, на фотографии она очень темная. Здесь я не беру во всю темень, а беру что-то среднее. Вот, и сразу, где я вижу эти же оттенки, кстати, и в козлят тоже можно эти зеленые рефлексы заложить. Я подкладываю этот цвет. Вот можно, остался синий, зеленый, сюда же. Кстати, чем дальше вот там трава, тем больше голубых оттенков должно появляться. Так что можно и на этапе подмалевка голубой разносить. Вот еще раз вернусь. Важно не перетемнить подмалевок, иначе работа может темной оказаться в итоге. Не перетемнить и не пересветлить также важно, поскольку тогда смысл теряется подмалевка. По очень светлому тогда опять же будут бедноватые вот такие оттенки акварельные. Вот смотрите, если видите разницу, я надеюсь, выведена фотография итоговая на экране, если она поместится при монтаже, я ее поставлю. Абсолютно, там зеленое, я что-то такое коричневое прокладываю. Кстати, можно корпусно все это делать, тоже очень полезно, когда, если не жалко акрила, много, например, акрила, белил каких-нибудь акриловых, можно корпусно это делать, тоже красиво, когда остается мазок, вот, ну, например, вот так вот оставлять его, это будет сразу такой эффект живописи многослойный, богатый. Желтая, синяя.
естественно, чем толще слой акрила, тем больше ждать просушки. Ну, если на вентилятор поставить или на какой-нибудь обогревательный прибор рядышком с батареей какой-нибудь, то через 10 минут, уже 15, можно и в толстом слое подсушить акрил. Главное, чтобы он трещинами не пошел. Это не очень хорошо. Если очень сильно обогреватель поставить рядом, при быстрой просушке может пойти трещинками, что не очень хорошо. Вот я даже кое-где тут такой вот оставлю по более корпусные мазочки вот здесь. Вот, как видите, совершенно не думаю о цвете, о оттенке цвета. Тонально еще смотрю, чтобы где-то не перетемнить нечаянно и лишнего света не дать. А вот оттенок может быть, ну, понятно, красным, хотя почему не красным? Красным тоже можно, как Рубенс писал, он все на красном писал, и отлично получалось. Правда, там техника другая совсем, там многослойная. Здесь у нас как бы 2 сеанса. Вот это первый сеанс, как бы считается разобьем и второй сеанс маслом. Вот, так я к тому, что можно не обязательно зеленый, можно, ну, я не знаю, по голубому написать, попробовать. Будет немножко другой результат. Вот я дальник возьму голубым цветом. Там цветы красивые, фиолетовые, вот пускай они тут тоже охладят далее. Вы знаете этот закон, чем дальше, тем холоднее краски должны быть. Те же краски, та же травка, например, вот здесь будет зеленая и теплая, дальше при тех же условиях, при том же освещении, даже если там в 3 метрах, нужно писать холоднее и легче, менее контрастно. Так, вот что-то у нас пока что вот такое. Так, вот осталась краска, ее можно на первый план немного корпусного положить. Ну вот, коричневый хороший. Вот сюда все-таки потемнее немножко сделаю. Акрил. Вот я, скорее всего, не забуду, но акрил это не так просто нельзя высушить и начать писать. Нужно немножко его подготовить. Я чуть-чуть остановлюсь на этом. Многие художники просто берут и пишут. Нельзя. Акрил вот такая. Акрил отличается от акрилового грунта. Акриловый грунт это одно. В нем есть поры, есть куда уйти маслу, есть за что зацепиться, чтобы потом не отвалиться со временем. Акриловая краска, в ней очень много полимера, и она при высыхании, по сути, это слой пластика. Там нет пор. В хорошем, по крайней мере, акриле, если не брать какой-нибудь там водоэмульсионки акриловой, а обычный художественный акрил, он такой очень, очень большое содержание в нем акрилового полимера, который по высыханию превращается в такой пластик, и за этот пластик масло очень трудно зацепиться. Масло. Поэтому нужна какая-то такая небольшая подготовка, на которой я остановлюсь через несколько минут. Сейчас я ставлю на вентилятор или куда-нибудь поставлю эту картинку. Вот, пока буду набирать масляные краски. С вами прощаюсь на несколько минут.
Сейчас подключусь, когда вот эта картинка подсохнет. Итак, минут 15 прошло, наверное, более-менее подсох. 15 минут на вентиляторе, так бы сохло намного дольше в толстых слоях. Так вот, что нужно сделать? Так писать нельзя, как я сказал, это пластик, он практически не принимает краску масляную. Вот. Нужно обязательно пройтись шкуркой. Шкурка, берите такую тонкую шкурку, я не знаю в номерах, но она не должна царапать кожу. Если шкурка у вас такая цеплючая, новая, лучше ее выйти на лестничную клетку и прямо об лестничный бетон потереть, немножко снять вот это вот. Для чего это важно? Для того, чтобы не повредить сам грунт. Если очень грубая шкурка, она может повредить грунт, и там начнутся проблемы тогда уже с маслом. Масло будет уходить в тряпку и как бы все попортит. Вот. А для чего нужно, собственно, проход шкуркой? Чтобы вот этот пластик, вот эту глянцевость разбить, сделать матовым, чтобы она немножко появился микроворс. Микроворс в акриле, за эти ворсинки, поднятые шкуркой, будет цепляться масло и уже чисто механически соединяться, то есть адгезия прилипать. Вот так аккуратно, без фанатизма пройтись. Можно ножиком, кто-то ножом умеет это делать, острым ножом, так тоже. Заодно колючки не нужно сбить. Вот, прошлись. И теперь обезжиривание тоже обязательно. Разбавитель, вот здесь я на разбавителе пишу, можно губкой или тряпочкой вот так вот смочить. И еще что важно, сейчас я вот забыл взять масло, сейчас сразу же масло нужно. Вот масло уплотненное номер 2. Так вот, смотрите, сразу же вот здесь разбавитель есть, и сразу же в этот разбавитель губкой, не дожидаясь, пока она просохнет, пару капель масла. Буквально тут 5, не более. Штучки 2-3 капли возьмет на себя губка, и какая-то капелька разотрется по акрилу. Для чего эта операция? Для чего масло? Масло нам нужно, чтобы, во-первых, масло номер 2, оно хорошее, оно крепкое, в отличие от тех, что у нас в красках. Здесь просто льняное масло. Это уплотненное, оно такое густое, очень полезное, оно близко к лакам, близко к лаку по своим свойствам, но не пахнет, естественно. Кстати, кто не против лака, может каким-нибудь ретушным лаком вот это вот все сделать, немножко ретушного лака. Так вот, адгезия, опять же, повышается адгезия, нам нужен такой посредник масляный, на него уже будет масло прям впитываться очень хорошо, то есть разноситься по вот этому маслу. Вот. Ну и что еще, для чего оно нужно? Чтобы акрил загорелся. Так он-то матовый, он немножко будет отличаться от масла, и будет так вот непонятно, что-то где-то масло, где-то акрил такой матовый, а где-то глянцевое масло рядышком. Будет не очень хорошо смотреться. Сейчас вот это все уравнивается, блеск более-менее сохранится у акрила, и плюс все перечисленное, что я сказал ранее. И заодно, кстати, вытирает губка вот эти вот грязь, которую я шкуркой поднял. То есть вот заодно мы и прочистили. Вот такие операции нам нужны, и все, сейчас можно приступать к живописи. Очень важно, чтобы не перемаслить. Так вот даже можно, если перемаслили, там, тряпочки или чем-то еще выбрать. Лишнее масло не нужно, может так плыть, неудобно работать. Нам нужен баланс. Если мы пишем что-то море, там, или не знаю, там такое, где нужны такие растушевки, можно побольше масла. Здесь в данном случае пейзаж густой достаточно, то есть плотненький, нам не нужно лишнее скольжение. Итак, приступаем. Сначала разнесу, что важно, я чуть-чуть какой-нибудь сиеной белила,
сразу, чтобы не было белильности в каких-то недомесах, мазочках, чтобы была сдержанность какая-то в краске и для колорита, для общего. Вот так немножко. Можно чем угодно, можно охрой, можно там индийской желтой. Ну вот, пускай вот это будет белое. Вот. Чуть-чуть можно разбавить. Если густая очень краска, у меня это белила от гаммы, гаммовские белила, густоваты. Ими хорошо прям сразу мастихином работать, но для кисти они густоваты. Вот чуть-чуть их можно смягчить. Так, вот это у меня белила. Белила, вот теплый этот оттенок такой, не очень теплый, не горячий. Если бы охрой было бы намного горячее, намного ярче. А такой спокойный цвет, ну, я не знаю, как это сказать, легкий, кремовый. Так вот, с козлят. Почему с козлят начинаю? Да, сразу же муштабель. Вот реклама, не реклама, рекомендую мой муштабель. Он такой очень удобный как раз таки для таких работ, где много деталировки, мелкой прописи. Вот, так что ищите в описании, как его можно привести. Вещь очень хорошая. Так, окрашиваем немножко белил, чтобы не в чистом виде. Хоть они у нас и окрашены, но все равно чуть-чуть окрашиваем, чтобы был запас на выбелку. Вот. И прям мазочком вот так вот втираем нашего козленка. Сразу белое, потом теневое. Теневое у меня там, смотрим, голубое с голубым. Голубое можно немножко умбру, чтобы не было очень ярко. Можно черное, можно умбру добавлять, чтобы не очень ярко было. Можно фиолетовый оттенок придать. Вот он пошел сюда, теневая. Кисть, щетинка небольшая. Краски, количество краски очень пока что небольшое, полупрозрачное, такое легкое, чтобы через него вот наш подмалевок виднелся. Сразу же экономим время, не подбираем тут другой цвет в козленку, а смотрим, где еще подобный цвет, и раскидываем подобный на другого козленка. Эти же оттенки ищем в другом цвете и тоненько подбираем. Вот, по крайней мере, на этом этапе, может, еще немножко подсохнет, краска не выбивается от акрила. То есть вот мы смазали маслом, и как бы тут есть легкий блеск, глянец, и тут есть. То есть, а по сухому тут такое дело опасное, работать по сухому, не без смазки, просто по акрилу. Так как мы напишем, что у нас там получится, а потом, глядишь, лаком покроем, а акрил, незакрашенные места акрилом настолько станут густыми, такими контрастными, что, возможно, картина просто такая получится, ну, как бы с ошибкой. Ну, то есть получат микроошибки такие, вот, где-то ненужный контраст появится в акриловых местах. Вот, так что вот для этого, собственно, тут масло и присутствует, смазка маслом. Так, умбра. Травяная, уже сразу рефлекс теневой в козлят. Да, почему с козлят начали? Поскольку они проигрывают, особенно белые краски, проигрывают зеленому. И чтобы они не позеленели, немножко сначала набираю подготовительный козлят, а потом все это обрежется зеленым и уже доработает с козлят. Ну, чтобы поняли, чтобы не было ненужной смешиваемости. Так. Вот, кстати, какие-то краски можно вытирать прямо о периферию. Так, вот тут уже в полутени, здесь вот не очень
глухие тени уже и белила ввожу. Белила, бирюза, что там такое. Уголочком немножко разбавляю краску, кисточкой цепляю, чтобы помягче расходилось, чтобы не было... Тень не любит густой краски, по крайней мере, вот теневые, то, что мы сейчас делаем. Потом плохо работать с верхними красками. Тени стараемся писать тонко. Так, вот теневые с теплом там на фотографии чувствуется. Вот тут холодные теневые, а кое-где достаточно теплые. Кисточку не мою, даже не перехожу, когда из цвета в цвет, температуру на температуру меняю. Они не должны быть чужеродные. Легкая грязца, связки цветовые должны присутствовать. Пока достаточно темно, не пугайтесь и не высветляйте. Пока что вот так вот мы наводим нужную темноту, от которой будем уже отстреливать уже только на высветление преимущественно. Дальние тени, с чего я там начинал говорить, пока мы акрилом делали. Дальние тени похолоднее должны быть. Да, акрил не перекрываем полностью. Если там такой цвет не нужный, конечно, остался, его перекрыть нужно. Но там где-то, если более-менее подходит по цвету, по тону, то такой задачи не должно стоять перекрыть все. У нас, по сути, вот этот акрил превратился в масло. Когда мы его немножко поцарапали шкурочкой и обезжирили и пропитали маслом вот эту вот поверхность акрила, по сути, это уже слой как бы, не то что масло, как бы от масла не слишком отличается. Так что вот это вот можно оставлять, не какие-то проплешинки акриловые. Вот. Вот фотографии. Если фотография или в натуре, с чего вы пишете, если почувствовали теплые оттенки, вы их желательно усиливаете. Вот я в мастер-классах говорю, не устаю говорить, фиолетовые, желтые, красные, оранжевые — это такие очень живописные цвета, и их нужно усиливать, если вы увидите. До разумного предела. Вот там в тени почувствовали, в фотографии я почувствовал такой охристый, я его там в 20 раз усилил до таких вот оттенков. И это как бы, более живописное, чем просто такой чуть-чуть оттенок охристый. То есть, понимаете, можно усилить все это. Так. Вот связки можно сразу грязной кисточкой на козлят заносить вот эти рефлексы снизу. Оттенки вот берет камера или нет, грязновато теплый, грязновато холодный, чередуются. Вот побольше хочу сделать этого козленка. Зеленый полезен. Вот в этих местах тепло-зеленый, охристо-зеленый, как
рефлекс. Там на этом участке груди, шкурки будет спорить как рефлексы земли, так и неба. То есть там и голубой будет, и зеленый. Теплый зеленый. Не холодный, а именно теплый зеленый. Охристый. Сейчас можно, кстати, вот так по головкам, или где вы там мелко работать собираетесь, вот так вот выбрать лишнее масло, лишнюю краску. Чтобы удобнее было работать уже так вот тоненько, да, совсем мелко. Тоже можно, смотрите, это тоже как палитра. Белый здесь не размывается, поскольку подкладка акриловая. В белого зерна не появляется, поэтому вот можно брать, перебирать между собой вот эти краски. Не обязательно даже новые брать, а вот брать как с палитры. Куда-то эти оттенки добавлять. Вот очень удобно по акрилу, еще раз возвращаюсь, потому что нет вот этих белых зернышек. А зерно есть подкладочное, темное. Это повеселее, поприятнее живопись получается. Так что используйте акриловые подмалевки, советую, используйте грамотно, именно с обязательным обезжириванием. Очень помогают. Всего хорошего, счастливо.